Всем привет! Это канал Any Nails. В этом видео я покажу вам мастер-класс по выполнению вот этого дизайна. Это мрамор в новом исполнении. Новое исполнение отличается от старого мрамора тем, что у него есть глубина. То есть там какой-то декор, что-то блестит и выглядит очень красиво. Также есть нежность вот этих белых линий. Сейчас я покажу, как это выполнять, и давайте приступим. Вот у меня есть типса. Давайте представим, что нанесли мы на типсу молочную базу. Я нанесу сейчас молочную базу тонким слоем, потому что здесь мне на типсе не нужно выравнивать ее. Ну и вообще в этом дизайне, кстати, не нужно выравнивание перед выполнением этого дизайна, потому что достаточно объемный дизайн и нужно максимально стараться не утолстить наш ноготок. Итак, на непросушенную базу молочную сначала нанесу декор. Декор у меня будет ракушка. Вот такая интересная, блестящая. Это настоящая ракушка. С ней я уже выполняла дизайн, у меня уже есть видео, как я выполняю с ней дизайн интересный. Вы найдете в описании к видео ссылочку на этот дизайн, либо вот здесь в подсказочке сейчас выскочит. Будет очень интересно. В упаковке ракушка выглядит вот таким образом. Вот. Добавим сразу цвета. Беру любую кисточку, в которой мне будет удобно наносить. Вот здесь я намешала разные оттенки. Черный я смешала с топом, и получился такой прозрачно черный. И также смешала витражи свои, это синий и розовый, у меня получился такой фиолетовый оттенок. Сейчас мы их добавим сюда. Мне нравятся именно нежные варианты таких дизайнов, поэтому стараюсь сильно не натемнить, делать его нежным. Также могу сразу взять розовенький, добавить розовенький, чтобы было несколько оттенков в этом дизайне. Таким образом можно еще заходить на дизайн немножечко. Таким образом сушу. Далее я хочу добавить еще немножко базы молочной. Добавлю ее по краям. Это даст нам такой глубины. Таким образом и сушу. Далее мне понадобится поталь. Буду накладывать ее пинцетом. У всех свои варианты выполнения такого дизайна. Я показываю свой вариант. Может, кому-то он будет интересен. Вот так хаотично наложила я поталь. Немножко зафиксирую в лампе. Далее мне понадобится база. Сделаю выравнивание, чтобы весь декор закрепился хорошо. Так как у меня очень объемная ракушка, мне нужно здесь сделать хорошее выравнивание, но при этом стараюсь не переборщить тоже, чтобы не было слишком много базы. Сейчас нам нужен ровный ноготок. Накладывать вы декор можете совершенно любой. Это могут быть какие-то пайетки, блестки намешанные, разные ракушки, какой-то еще материал, камушки, даже бульонки. Вроде бы все ровно, сушу в лампе. Пока сушится, нам необходимо взять белую гель-краску, плоскую кисть, плотно набитую, тоненькую, и одним уголком помещаем эту кисточку в краску таким образом. И о палитру с двух сторон ее промакиваем. Именно вот эта сторона должна быть белой. Именно вот эта сторона. Другая сторона должна пропитана быть топом. Так что берем какой-нибудь топ с липким слоем и капаем на палитру. Кончиком, который у нас не в белой краске, мы окунаем в топ. Далее на свободном месте несколько раз делаем вот эти вот движения, чтобы смешать краску. И в каком-то еще одном месте то же самое, в отдельном, чтобы они не смешались. Так, далее мы делаем прожилки такие беленькие. Вот образом.
красивая прожилочка получается. Нужно, чтобы она заканчивалась. Поэтому с другой стороны доводим ее до конца. И с другой стороны можем прям заходить на декор. Так будет интереснее. Далее не забываем, вот тут у нас на палитре есть и красочка. Окунаем, все как я говорила. И рисуем. Можем делать какие-то резкие углы. Так смотрится интересно. Соединяем полосочки вот так вот. Таким вот образом. С этой стороны можно сделать то же самое. Можем это просушить и добавим еще немножко полосочек. В это время можно очистить кисть и еще раз промокнуть во все краски, чтобы обновить было красиво. Так, у нас просох типс. Теперь можно добавить вот здесь. Видите, вот это появилась слишком яркая полоса. Можно ее сейчас не стирать, а просто разбавить топом. Я промакиваю всю кисточку, очищаю сначала, потом промакиваю полностью в топе и прохожусь по этой линии еще разок. Потом вытираю кисть и уже более сухой прохожусь. И так до того момента, когда нам понравится больше всего результат. Хочу добавить еще немножечко для такой слоистости. Также здесь. Почему мы и сушили все остальные линии, чтобы эти линии легли именно сверху и получился эффект именно такого глубокого эффекта наслоения. Сушим. Далее наносим топ. Топ у меня будет глянцевый. Когда мы все выровняли, сушим в лампе. Как выполнять с ракушкой вот такой дизайн в матовом варианте. У меня есть видео, обязательно переходите и посмотрите, как я сделала такой эффект. Вот наш типсик готов. Такой интересный вариант у нас получился. Очень быстрый и интересный дизайн. Если вам понравилось это видео, то обязательно поставьте пальчики вверх. Также подпишитесь на мой канал и поставьте колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока.